Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 21 по 27 августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами, конечно, любой прогноз – это только лишь прогноз. Он не может служить основанием для принятия важных решений. Но вы люди интуитивные, я думаю, что какой-то свой инсайт определенно вы получите. И надо сказать, у нас на этой неделе 5 ретроградных планет. И Меркурий у нас будет с 23 августа в ретро-движении, Венера, которая уже давно в ретро-движении находится, и здесь где-то больше отношения финансы, ось проигрывается. Сатурн, который тоже у нас с июня месяца в ретро-движении, Плутон, и они еще будут какое-то время. И Нептун, кстати, у нас в ретро-движении, и это очень позитивный момент, потому что, когда он находится в прямом движении, у нас словно, знаете, больше тумана в нашей жизни или каких-то непонятностей. А вот здесь как будто все становится постепенно на свои места. И еще один позитивный момент – это то, что по 25 августа трин Венеры к Хирону. А Хирон – это олицетворение израненного целителя. И это как раз та неделя, как будто мы можем расставить окончательно какие-то точки над «и», или с чем-то определиться, как раны прошлых отношений, может быть, залечить окончательно. Какую-то минусовую ситуацию, знаете, как исцелить собственное сердце или услышать, куда меня зовет моя душа. Вот это будет важно. Вопрос отношений, в принципе, может стоять очень актуально, когда у кого-то будет так, конец одних отношений, начало новых. Вот это тоже может проиграться. Или уроки с деньгами. Вот какие-то такие ретро-аспекты нам могут словно на последний, финальный какой-то аккорд выводить вот в эту неделю. Понятно, что у каждого по-разному. Давайте мы посмотрим, что вам карты подсказывают, насколько для вас вот эта вся информация будет важна. Что важно знать, первая карта, или, может быть, чему придется больше уделять внимание, времени на неделе, по мнению карт, конечно, для вашего знака зодиака. Итак, что важно знать? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время, по мнению карт, или что нам может помешать? А что нам будет помогать? Что от меня скрыто? Давайте вот такую карту достанем. Как по Хирону, наверное. И по основным сферам жизни, дела, бизнес. Что по финансам? И в личной жизни, как видят карты. Что важно знать? Какая-то ситуация, увы, не может очень быстро развиваться. Карта повешенного. И торопить себя, наверное, на этой неделе не имеет никакого смысла. Эта карта будет говорить, может быть, также о том, что мы не должны попасть в какую-то двойственную ситуацию, словно сами себя загнать в какой-то тупик. А для кого-то из вас это просто будет неделя, когда нужно решить какую-то проблему, дабы не оказаться словно в тупике. И так тоже может быть. Может быть, это та проблема, которая не новая. Часто по аркану повешенный как раз проходят те моменты, которые для нас уже знакомы, и какая-то ситуация, знаете, как заскорузла, надоела, и нам хочется быстрее с этим разобраться, все расставить по местам. Давайте мы узнаем, чего не избежать. А колесо фортуны. А вот смотрите, а тут 50 на 50. Колесо фортуны всегда в этой колоде обозначает, что чего-то мы не сможем действительно избежать. Какую-то ситуацию мы должны словно в ней участвовать, проиграть. И пока мы этот опыт, не получим, мы не сможем определиться окончательно, нужно нам двигаться в этом направлении или нет. Но пространство для маневра мы должны себе оставлять. Что я имею в виду? Отступить полшага назад. Мы, если в каком-то деле начинаем участвовать, а потом видим, что ситуация словно зависла, или мы можем быть словно пойманы на крючок. У кого-то ведь и так может проигрываться. Значит, вовремя по-английски уйти. Вот, наверное, как этот мудрец, который проползает под колесом фортуны и просто в чем-то не участвует. Но опять же повторюсь, мы это узнаем только тогда, когда будем видеть уже по факту, увидим какое-то дело в развитии. А для кого-то все же из вас это может быть вот эти два старших аркана, означать, что прежняя история какая-то, которая не развивалась, или какой-то вопрос вы не можете решить, или не могли долгое время из-за обстоятельств, потому что у вас два старших аркана. И это всегда
события какие-то или обстановка вокруг нас влияет на нас, что-то мы не можем изменить. То есть есть, ну, какое-то значение, назовите кармы, судьбой назовите, как угодно. И вот теперь, с учетом колеса фортуны, словно что-то приходит в движение, и мы как раз сумеем выйти из какой-то запутанной ситуации, и, может быть, совсем не тем путем, как мы предполагали. Тут для нас словно пространство может какой-то выход обозначить или дать какие-то возможности что-то решить окончательно. То, что, видимо, у вас сейчас наиболее остро проигрывается, может быть, в жизни, или есть какой-то вопрос, который, как, знаете, растянут по времени. Вот здесь, скорее всего, что-то может словно убыстряться. Но 50 на 50 все-таки мы об этом помним. У каждого ведь в своей сфере жизни проиграется. Предугадать невозможно. И обстоятельства жизни, они тоже у каждого по-разному сейчас складываются. У каждого своя история. Ну так вот, значит, где-то примите к сведению, что, как подсказывает ваша интуиция, вы интуитивные люди. И, скорее всего, это будет правильным. Если увидите, что где-то нужно вовремя, ну, наверное, отступить назад. Значит, скорее всего, так оно и есть. А если где-то видите, что нужно быстрее, да, как куй железо, пока горячо, значит, это тоже будет правда. И здесь, повторюсь, у каждого по-своему. Чему сейчас не время? Не время рисковать собой. Вот все то, что я сейчас говорила, ведь по колесу фортуны мы надеемся на себя, мы не надеемся на его величество. Кстати, счастливый случай, хотя сама по себе карта как раз нам об этом и говорит. И да, это может быть на самом деле. Но значит, если этот счастливый случай к нам приходит, у нас выпадает аркан юстиция. И значит, первое, быть честным самим собой. Раз. Повторюсь, не рассчитывать, что в какой-то момент нам кто-то окажет помощь. Два. И третий момент. Мы не нарушаем закон, даже в малом в чем-то. Когда выпадает аркан юстиция, третий, старший аркан, я обычно говорю, мы даже улицу переходим там, где положено, а не там, где всегда. Вот, наверное, эмоциональный баланс еще плюс к тому, что мы должны все время держать. Юстиция наша, справедливость, иными словами, держит весы, и нам как раз о гармонии в душе говорят, и о том, что мы не должны где-то соскользнуть на эмоции. Нам это будет помогать, а скорее всего от чего-то нам придется и отказаться, чтобы из этого тупика, может быть, выйти или какую-то историю разрешить для себя. Мы должны быть готовы к компромиссу, причем к такому компромиссу, который где-то не противоречит законам. Может быть, нам придется куда-то для этого спешно собраться и отправиться, чтобы решить какой-то вопрос окончательно. Что нам будет помогать? Пространство, время, Вселенная, считайте, высшие силы, ангелы трубят о возрождении. И это сама по себе карта очень благополучная, как раз по Хирону излечиться окончательно от каких-то ран. Принять какую-то реальность, как за данность, за действительность. Что-то мы не изменим, а что-то изменить в наших силах. И, видимо, какой-то итог окончательно, мои дорогие, вы проведете, или какую-то, знаете, как демаркационную линию между прошлым и будущим, по крайней мере, в своей душе, в своем сердце, что-то для вас совершенно очевидно будет ясным, понятным на этой неделе. И эта карта освобождения от боли, от страданий. Вот по Хирону просто удивительно, у вас действительно словно переход. Я закрываю гештальт. Вот что-то такое. У каждого в своей сфере жизни это проиграется, но я могу предположить, чего бы это ни касалось, у вас как будто будет все взаимосвязано, у вас будет все важно, потому что, к примеру, у нас даже может какая-то рабочая ситуация меняться, но значит она потянет за собой как изменения в личной жизни, в изменения, может быть, в какой-то финансовой стратегии, потому что на этой неделе вот здесь все вот эти сферы нашей жизни могут быть увязаны в одно единое целое, и у вас это так, оно где-то даже по картам проигрывается. Что от меня может быть скрыто?
Вы знаете, здесь как бы нарочито ничего не скрыто, но по пажу, это у нас паж мечей, идет, это когда мы сами ищем какую-то правду. Или с учетом аркана справедливости, когда мы изучаем буквально какой-то закон, положение, или дабы чего-то не пропустить, мы можем как и сами, да, искать, допустим, информацию, если я поступлю вот таким образом, будут ли мои действия противоречить закону или какому-то подзаконному акту, или какому-то положению, или, может быть, это касается вашей работы приказом каким-то по работе. А кто-то из вас может буквально обратиться к юристу для того, чтобы прояснить наверняка. Или мы можем обращаться еще к каким-то специалистам для того, чтобы тоже что-то выяснить как истину, как то, что есть по факту. Когда у нас, словно, знаете, тылы наши должны быть крепки в том плане, что мы не должны беспокоиться, что у нас неправильно оформлен какой-то документ, что у нас как-то неправильно подписана, может быть, какая-то бумага или какие-то сноски мы не прочитали, не заметили, и мы сами будем докапываться где-то до этой сути. Мы как раз не хотим, не то, что что-то от нас скрыто, а вы, скорее всего, не захотите вот этой самой карты, ну или, как мы говорим, состояния подвешенного, да, не захотите быть в роли какой-то жертвы, и поэтому вы здесь будете в течение всей недели что-то выверять, может быть, просчитывать. У кого-то банально придется отчет какой-то переделать или, ну, как будто пересчитать еще раз. Ведь тут по-разному проиграется. А у кого-то из вас это будет, ну, какая-то такая солидная тема в вашей жизни, когда вам тоже нужно с чем-то определиться окончательно, может быть, и просчитать, может быть, что-то и оформить, и подписать, ну и так далее. Но, правда, тут как будто что-то для вас словно завершается. Дела, работа, бизнес. И по тройке пентаклей мы проходим жизненный экзамен. Очень часто эта карта говорит либо об обучении, или ученичество эта карта, и здесь мы можем выступать как, к примеру, кто-то буквально сдает экзамен, и какие угодно экзамены. Кто-то языки учил, кто-то на права сдает, а кто-то просто, вот мы говорим, как по 20-му аркану страшный суд, мы жизненный экзамен сдаем. Где-то на выдержку, на терпение, на знание, на, может быть, знание законов, на то, чтобы мы правильно распорядились своими средствами. Вот что-то такое может проиграться. Какой-то урок из прошлого мы завершаем, и если мы правильно расставляем акценты, то нам вторично пространство и время не повторит. И еще раз вот так подобный кармический урок. Вот у вас что-то такое значимое может быть. И по тройке пентаклей, знаете, всегда присутствует какое-то вдохновение. Это когда у нас что-то получается. Это когда мы, знаете, с воодушевлением этим занимаемся. Хотя дело у каждого будет совершенно свое. Что по финансам? Королева Пентаклей. Финансы есть, финансы будут. Вы отстраиваете словно свое благополучие заново. И по Королеве Пентаклей важно все. Важен внешний вид. Видимо, встречают нас по одежке. И для кого-то из вас вам действительно придется пройти в какие-то высокие инстанции, может быть, к чиновникам, представителям власти. Тогда где-то вторично карта говорит, что поскольку встречают-то нас по внешнему виду, где-то вам нужно соответствовать, да, уровню определенному. Почему-то для вас это будет важно. По этому аркану для нас важно, например, место нашего проживания. И у кого-то вопросы, связанные с недвижимостью или, может быть, с переездом, с какими-то переоформлениями. Для кого-то из вас это новая какая-то финансовая стратегия. И опять же, у нас тоже все будет важно. У кого-то расширение бизнеса, может быть, новые какие-то перспективы, которые могут быть, да, по всему миру практически. То есть меня смотрят люди из разных стран, и у каждого сейчас что-то на повестке дня стоит очень важное. И, видимо, любое ваше дело, так или иначе, оно пересекается именно через финансы. И по Королеве Пентаклей это когда мы осуществим свой проект, практически любой. Когда у нас достаточно физических сил будет, когда у нас достаточно форма наша в плане даже бодрости, да, когда мы из своих каких-то ментальных проектов создаем реальность или
Из хаоса создаем порядок. И это тоже проигрывается по этой карте. Просто у каждого немножко по-своему. Но деньги есть, деньги будут, деньги в рост. Личная жизнь. Еще раз нам выпадает туз пентаклей. Может быть, правда, финансовые вопросы, которые пересекаются с вопросами вашей личной жизни. И так может быть тоже. А у кого-то иногда это бывает документ, оформление какого-то документа, который тоже будет касаться вашей личной жизни. И здесь не обязательно нам про любовь говорят. Все-таки это личная жизнь, это лично ваша, вот как личность. Вы сами со своими честолюбивыми планами. И я так могу сказать, с учетом всех карт, что у вас получится что-то осуществить. Да, иногда по тузу Пентаклей есть такое значение, что к нам внезапно приходит какая-то новость или какая-то, ну, знаете, как известие, как возможность. Что-то нам придется, может быть, скорректировать как собственный план с учетом того, как открылись новые возможности. Или ну, где-то как поменялся закон, или у кого-то из ваших партнеров поменялись либо планы, либо какую-то коррекцию мы можем вносить. Но по этой карте так или иначе нам в последующем говорят, как будто будет это сделать необходимо, а потом мы поймем, для чего это было нужно. То есть даже какая-то внезапная информация, как будто с учетом, что нам придется что-то изменить, но в последующем мы поймем, что для нас это проигралось. Плюс. Ну, а у кого-то банально получение денег. И так тоже бывает чаще всего. Интересная неделя, правда, какой-то, как и итог, так и новые возможности. И я могу сказать, мои дорогие представители знака зодиака Рак, смотрите, сколько у вас выпало старших арканов, практически 4, весь верхний ряд. Наверное, какая-то история не закончится, может быть, на этой неделе. На этой неделе это вы скорее определитесь с чем-то окончательно и подведете итог, как я сказала. И еще я могу предположить, какое-то время это будет словно развиваться. Может быть, завершающим этапом вы будете в последующем какие-то документы оформлять. Или то, что вы сделаете на этой неделе, будет служить вам и еще какое-то долгое время. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.